Здравствуйте, друзья! С вами снова вопросы и ответы. Мы с картами, конечно, с ними. С картами отвечаем на ваши вопросы. Я сегодня кому-то погадаю, расскажу, что знаю, ваши вопросы прокомментирую. Да, мы с картами продолжаем в это нелегкое, смутное время вас развлекать, слегка отвлекать от новостей, которые с каждым днем становятся все более странными. А прежде чем перейти непосредственно к гаданиям и к вашим вопросам, расскажу вот что. Долго я думала, как назвать эту тему. Ну давайте так, с чего начинается предательство? Речь пойдет, как обычно, про отношения в паре, про отношения мужчины и женщины. Я замечаю, что чаще всего женщины называют предательством измену. Так и пишут мне вот в комментариях к видео или в письме непосредственно мне на почту. Он меня предал, он мне изменил, или он меня бросил, он от меня ушел. Да, действительно, в каком-то смысле измена — это предательство, эти понятия как-то совпадают или пересекаются, и я понимаю, то есть понимаю эту версию. Однако мне кажется, что в идеале вот это вот предательство в отношениях мужчины и женщины — это все-таки понятие более глубокое и более широкое. Вот я бы относила сюда к понятию измена много других, не таких очевидных, не таких фактических вещей, что-то, за что, в общем, нельзя поймать, в чем нельзя вот так вот напрямую уличить, как в измене, да, например, можно уличить как угодно, фото-видеосъемка нам в помощь, вот, и так далее. И иногда бывает важно вот эту вот даже будущую, едва назревающую измену вовремя заметить, и по возможности прекратить, купировать. Хотя я лично считаю, что если есть первые вот эти вот звоночки будущего предательства, да, будущей измены, соответственно, где-то у нас это совпадет сегодня, я думаю, что лучше бежать. Я, знаете, вот абсолютно идеалистка в этой истории. Как, знаете, Галина Волчек, великая актриса и режиссер, Галина Волчек говорила, она долгое время была совершенно одна, ее спрашивали, почему вы не выходите замуж, почему вы одна? А она отвечала так: я верю только в идеальную любовь, то есть я для себя приемлю только идеальную любовь, а идеальной любви не бывает. Вот и я вам, может быть, немножко вот транслирую что-то, какие-то сильные идеалистические, романтические взгляды. Если вы на этом меня ловите, уличаете, это нормально, но все равно я продолжаю гнуть свою линию. Так вот, как распознать признаки будущего предательства? Как узнать, что мужчина рядом и такой вроде бы пока близкий, вроде бы пока и зарплату приносит, вроде бы пока и в любви признается, и вечера проводит дома, и что еще там? Все хвалят его, может быть, вам подружки завидуют, что вам такой вот именно герой достался. Как распознать первые признаки? Для меня они очевидные. Знаете, признаки будущего предательства в том, что мужчина не видит вас лучше во всем. Сейчас объясню, что это значит. У одной моей подруги, это было много лет назад, началась вот такая история с мужем. Муж достаточно идеальный, достаточно состоятельный, примерный, неплохой отец. Стал приносить в дом, как вы думаете, что? Заговоренные иголки. Это было, но потом уже. А сначала он стал приносить вот такие новости. Например, говорит: вот ты плохо простирываешь мою одежду. Вот когда я прихожу на работу, мне коллеги, женщины, заметьте, принципиально, да, что коллеги женщины говорят:
что от что от меня пахнет стиральным порошком. Это значит, что у тебя жена неправильно использует стиральную машину, значит, там это недостаточно все полоскается. Вот. Потом он стал говорить, что, например, вот у тебя что-то рис слипшийся в тарелке. Он пришел, она ему там накрывает ужин, что-то рис у тебя слипшийся. А вот у нас на работу там девочки, какие-то коллеги приносили тоже что-то такое, блюда какие-то из риса, там вот очень рассыпчатые вот эти вот крупинки идут, да. А потом, и вот, понимаете, вот такие незначительные, казалось бы, бытовые сравнения шли. Вот такие вот бытовые сравнения на тему там стирки, готовки, глажки и чего-то такого. И, конечно, моя подруга, очень разумная, здравомыслящая, на это не обращала внимания совершенно. То есть, пропускала мимо ушей, потому что даже не хотела пачкаться выяснением отношений. Вот по таким вот пустякам. А знаете, история их брака закончилась печально. То есть, через какое-то время выяснилось, что ее муж вот не просто так рассказывал про рис, про там какие-то стиральные порошки, про недочищенные ботинки и плохой парфюм, как неправильно выбранный какой-то для него. Оказалось, это не случайно. Оказалось, что действительно на протяжении долгого времени он с этими девочками, которые там хорошо готовят и гладят, своей жене изменял. И, судя по всему, с несколькими, и, судя по всему, все там было очень подолгу, как бы и достаточно серьезно. А в итоге он с большим боем ушел из семьи, потому что не хотел уходить. Подруга его еле-еле вытолкнула. То есть он оказался вот такой персонаж. Гулял, не скрывал. Потом в конце этого даже настаивал, но из семьи уходить не хотел. В общем, там случилась такая драма, и как-то, в общем, не знаю, там по суду их развели. Я, в общем, финал не знаю. Вот. Так вот, обратите внимание, я сегодня вас к чему призываю. Если, конечно, у вас есть такая история в жизни, если вам нужно разобраться вот с этой темой, что какой-то мужчина, вот, насколько он верен вам, насколько он предан вам, чего от него ждать, и какое будущее, то есть в какую сторону будет развиваться его отношение к вам, то вот прислушайтесь, сравнивает он вас с кем-то или нет. И не важно, что именно он сравнивает, стройность ваших ног или вкус вашего борща, не важно. Вот ваш мужчина, тот, с которым можно чего-то правильного ждать, будет видеть, что вы лучше всех, и что у вас все лучше всех, что вы лучше всех готовите и одеваетесь, и духи самые правильные выбираете, и прическа у вас совершенно чудесная и волшебная. Ах да, вспомнила, вот этот вот бывший муж говорил моей той подруге, что видел где-то, не помню, я не знаю, на какую тему у них вышла такая дискуссия, но он ей однажды сказал, что он был в каком-то, не знаю, заведении, казино это было, что-то за границей или где-то, и что он там видел девушек намного красивее, чем она. Представляете, вот казалось бы, да, мы все понимаем, что невозможно быть самой красивой на свете, что везде есть девушки красивее, чем ты, понимаете, это такой бесконечный рейтинг. Но в глазах мужчины, того самого вашего, вы должны быть абсолютной королевой красоты, абсолютной красавицей. То есть ему даже в голову мысль не должна приходить, что Анджелина Джоли лучше вас. Понимаете, да? Вот так я призываю вас оценивать. И это вам даст возможность оценить перспективы и будущие отношения. Если вы слышите вот такие сравнения в чем-то, сравнения не в вашу пользу, это очень-очень плохой признак. Вот поверьте, это будет развиваться, как любая запущенная ситуация, от плохого к худшему. И что там может быть? Он может быть там, восхититься карьерой соседки или
карьерой какой-то вашей подруги, это не важно. Самое главное, что он похвалит в вашем присутствии, вам в глаза, искренне или неважно, может быть даже не искренне, а нарочно другую женщину. Невинная вещь, но развиваться будет к худу, и от такого мужчины добра не жди. Вот так вот. Может быть, открытие я для вас сделала, а может быть, вы сами об этом догадывались и следили. Может быть, у кого-то уже отношения таким образом портились и распадались. Напишите в комментариях, если вы согласны, тем более напишите, если вы не согласны со мной. То есть вот такое у меня вступление, с чего начинается предательство. Ну а дальше. Я сегодня выбрала нам с вами в компанию колоду «Кошачий глаз». Видите, здесь все карты с кошками. Любой вопрос, любая карта – это какая-то сценка из жизни моих любимых и ваших, надеюсь, тоже котиков. Ну, я отвечаю на ваши вопросы и по ходу действия, естественно, все комментирую. Возможно, долгие такие пространные лирические отступления на любую тему. Вы будете к этому готовы, тем более не обижайтесь. Вот короткий, лаконичный вопрос. Я, кстати, прошу всех именно так задавать вопросы. Если вы хотите, чтобы до вас дошла очередь, чтобы я погадала вот в такой программе именно вам, пишите вопросы достаточно лаконично, чтобы я не потратила слишком много эфирного времени, понимаете, да, читая вот. Потому что есть вопросы очень интересные, но я не могу их прочитать, потому что они очень длинно написаны, и это будет несправедливо по отношению к другим людям, которые тоже ждут ответа. Наталья Черная прекрасный вопрос задает. Скажите, пожалуйста, один мужчина, уже интрига, и у него две женщины. С кем он останется? Со мной или с ней? Наталья, я достану для вас 3 карты, а другие зрительницы могут задать такой же вопрос про себя, и тогда гадание тоже для вас будет ответом, и тоже для вас сработает. Итак, Таро «Кошачий глаз», 3 карты. Это будет такая, знаете, короткая, усеченная версия расклада «Любовный треугольник». Я делаю такой расклад, когда делаю индивидуальные гадания иногда, когда нужно выяснить, кого мужчина из 2 женщин, какую больше любит, и с какой более склонен остаться, и с какой останется. Здесь такой полный расклад. Мы не будем делать всего 3 карты, но схема такая же. Одна карта центральная – это мужчина, его мысли, его ощущения в этом треугольнике между 2 огней. Вот. И по одной карте вам одна, а другая карта вашей соперницы. И что получится, то есть у кого больше шансов остаться. Следите за руками, как всегда. Первая карта – это мужчина. Выбирает ли он? Раз. Теперь ваша карта. 2. И 3. Не очень хорошо видно. Наверное, нужно колоду будет поменять. Про мужчину. 9 пентаклей. Карта очень статичная и системная. Знаете, похоже, что ваш мужчина очень комфортно себя ощущает в текущей ситуации. По 9 пентаклей человек пребывает в какой-то определенной гармонии с самим собой, с окружающим миром. 9 пентаклей говорит, что он не выбирает абсолютно, он не хочет, чтобы что-то менялось, то есть он не хочет остаться с вами или с ним, он хочет пока либо остаться с вами обоими, либо, что интересно, остаться вообще без вас обеих, да, остаться без вас двоих, остаться одному самому. 9 пентаклей вообще-то описывает убежденного холостяка. А у убежденных холостяков, вы знаете, тоже бывают романтические приключения, романтические поползновения, но от этого они не перестают быть убежденными холостяками. То есть, понимаете, да, вполне возможно, что вы обе, и вы, и ваша соперница, напрасно ждете каких-то решений от этого мужчины, потому что он
никого не хочет выбрать. Он хочет остаться один и попеременно развлекаться с разными женщинами. Вот так вот. То есть он не выбирает. Волосы на голове не рвет от того, что ему надо скорее выбрать. Так продолжаться не может. Нет, у него нет таких настроений. Ваша карта прекрасная. Шестерка жезлов, карта победителей. А вот видите, здесь изображен котенок, который что? Кого? Ну, кого-то победил. Там на заднем плане каких-то котов. То есть здесь такая история состоявшейся конкурентной победы, состоявшегося какого-то триумфа. Ну, если любовный треугольник можно сравнить с определенной схваткой, да, какой-то конкурентной, то вы в ней, безусловно, выиграете, тем более, что вашей сопернице выпадает жалкая восьмерка мечей. Несвобода, потеря, скорбь, невозможность поменять ситуацию. Да, карты однозначно отвечают на вопрос Натальи. Мужчина загаданный останется с ней, а сопернице ничего не останется делать, как только оплакать потерю, ну и, наверное, поискать себе кого-то другого, кого-то нового, что тоже неплохо. Да, карты нужно поменять, эти не очень-то видно, нам нужны какие-то более контрастные. А следующий вопрос очень интересный. Я боюсь, что я здесь много-много личного такого и частного отдам. Ну, не страшно, не страшно. Личность автора тоже нас, в общем, интересует. Я не могу прочитать, к сожалению, по-моему, или фамилию. Татьяна пишет. Худименко. Татьяна Худименко, если я правильно, простите, читаю. Здравствуйте, спасибо за видео. Пожалуйста, помогите мне, дайте совет с помощью ваших умных карт. Для Татьяны Таро цветов. Я достала. Вот намного лучше все видно. Я сейчас живу в Англии с 2013 года. Приехала замуж, но брак не сложился. В 2020 году мы разъехались. Сейчас я совсем одна. Живу в маленькой съемной квартире, и мне очень тоскливо в этом туманном Альбионе. Кажется, что я совсем одна на всем белом свете. Хоть дочь моя тоже живет в Англии, но она уже самостоятельно живет в другом городе. Хотелось бы узнать, случатся ли у меня еще серьезные отношения и возможен ли переезд в другую страну. Спасибо. И Татьяна написала нам, что родилась 7 декабря. Первый вывод мы, конечно же, сделаем о том, что Татьяна стрелец, а это значит, что любая заграница, любые переезды, дороги и категорическая перемена места ей очень-очень подходит. Таковы уж все стрельцы. Стрельцы рождены для того, чтобы прокладывать новые дороги, открывать неизведанные острова и новые страны. Дальше следующий. Во-первых, Татьяна заявляет у нас 2 вопроса. То есть 2. Да? Во-первых, будут ли серьезные отношения. Во-вторых, если переезд в другую страну, я отвечу на один вопрос картами, а на другой отвечу сама. По поводу переезда в другую страну. Татьяна, Англия. Англия. Вы в Англии. Куда вы хотите переехать? Какая страна вас может привлекать в сравнении с Англией? Скажите мне, я просто перебираю в голове варианты и их совершенно не нахожу. Ну, то есть, понимаете, да, туманный Альбион, Англия – это абсолютный центр мира, это абсолютная, конечная, высшая точка, наивысшая точка для всех переездов. Представляете, что
такие миллионы или десятки миллионов людей по всему миру в самых фантазийных, сказочных снах видят Англию и что они там живут. И у них у всех это не сложится. По крайней мере, для, например, рядовых россиян даже туристическая поездка в Англию по разным причинам административным совершенно недосягаемая вещь. Куда ехать после Англии? Где вы думаете, что будет лучше? Давайте, может быть, дорогие зрители, предполагать в комментариях, что может быть лучше. Вот. А на картах мы погадаем о Татьяне на отношения, ваша личная жизнь в ближайшее время, в течение ближайшего года. Как она будет складываться? Кстати, вполне возможно, что вы переедете в другую страну, в какую-то загаданную страну, как раз потому что, выйти замуж, например, за какого-то иностранца. Может быть, карта ответит, что для вас новые отношения или новый брак будут связаны с дорогой, с переездом. Почему бы нет? 3 карты вам на личную жизнь, Татьяна. 1, 2, 3. Выпадают вам здесь 8 кубков, 2 мечей и рыцарь жезлов. Вы знаете, это неоднозначные карты, очень неоднозначные карты, и описывают они вам разные. Скорее они говорят, что вот до момента знакомства с интересным человеком, рыцарем жезлов, а это знакомство будет, здесь нельзя сказать, что это отношения долгие или серьезные, пока только персона, пока только страсть, ваш интерес к кому-то и интерес взаимный к вам. Карты говорят, что рыцарь жезлов у вас появится, возможно, огненный, как и вы, человек, кто-то вас обожжет, произойдет впечатление, по крайней мере, с кем-то вы сможете планировать любовную историю. Дальше, наверное, многое зависит от вас. Однако прежде, видите, 8 кубков, до этой встречи вам предстоит достаточно тяжелое время, достаточно, может быть, долгий период прощания с прежними ожиданиями, с прежними планами. То есть Вселенная сейчас хочет для начала, чтобы вы выбросили из головы, из сердца то, что у вас там залежалось. Может быть, это вот этот брак, про который вы нам рассказали. Может быть, это ваша привязанность еще к какому-то человеку, несбывшиеся любовные, романтические мечты. Вот все это время вам подчистит, заставит вас от этого отказаться. То есть, если у вас сейчас есть какие-то реальные отношения или отношения на расстоянии даже, скорее всего, они прекратятся. То есть Вселенной надо, чтобы вы с вашими текущими личными планами распрощались, чтобы вы убедились, что верите не в то, что нужно. И 2 мечей вам тут до этого выпадает. Карта одиночек. Она говорит, что вот до вот этой вот интересной, пока большего не скажу, до вот этой вот интересной встречи, вам нужно пережить период такой осознанной, выбранной изоляции, закрываться, кого-то избегать, намеренно ничего не строить, ничего не ждать в личной жизни. Но знакомство есть, а значит, есть новые перспективы. Я считаю так. Дальше. Очень интересно, я прошу прощения, немного длинноватый, может быть, в нашем формате текст, но послушайте, многие найдут себя. Ирина пишет: с интересом слушаю ваши рассуждения и хочу спросить совета. В этом году будет 15 лет, как я работаю в одном женском коллективе. За это время поняла,
что за люди работают рядом со мной. Сплошные сплетни и лицемерие, от которых тошнит уже давно. И очень часто объектом этих сплетен была именно я. После новогодних выходных решила не выходить на работу и попробовать работать дома. Брала надомную работу в другой организации. Но по деньгам получалось очень мало. А альтернативы найти работу по профессии в моем городе нет. Я швея. В муках приняла решение вернуться в ненавистный коллектив, так как зарплата у меня там хорошая. И в первую же неделю мышиная подковерная возня дала о себе знать. Вроде люди улыбаются тебе, но через какое-то время с улыбкой на лице летят брызги в мою сторону. За эти годы я просто кожей научилась чувствовать шептание за своей спиной. В свои 39 лет до сих пор не училась абстрагироваться от бестактности и скрытых козней этих белых и пушистых коллег. Я не знаю, может, у меня уже паранойя, может, я многое надумываю, дайте совет. И спросите, пожалуйста, у карт, есть ли у меня враги на работе, и смогу ли я сменить в этом году работу, чтобы по деньгам было не меньше. И мы здесь видим, что у Ирины день рождения 5 октября. Ну, я, как всегда, позволю себе немного прокомментировать письмо. Во-первых, если коллектив настолько у вас плохой, настолько ненавистный для вас, как вы держитесь там 15 лет? Понимаете, 15 лет это очень много. Даже год в ненавистном коллективе это великая нелюбовь к себе и неуважение к Создателю, который вам подарил эту жизнь. Вот. Ну а 15 лет это вызывает вопросы, понимаете, в вашем письме. Если бы речь шла о каких-то других сроках, вы, скажем, полгода проработали, узнали, что там террариум, и решили уйти. Если вы там находитесь 15 лет, это выдает, всегда с такими впечатлениями, да, это выдает какие-то ваши, ну, можно сказать, даже мазохистские наклонности. Это как некоторые люди пишут мне в письмах: я нахожусь в браке, ужасном, жестоком браке, крайне неудачном. Я по-настоящему страдаю, болею, ощущаю себя жертвой, с вопиюще недостойным человеком живу. 25 лет. Понимаете, да? Тут два варианта может быть. Либо брак не такой уж плохой, если длится 25 лет, либо у вопрошающего очень сильные проблемы психологические, может быть, психиатрические даже. То есть тут нужны специалисты. Вот, так и здесь. В первую очередь, чтобы разобраться с ситуацией в целом, вам, конечно, стоит обратить внимание на себя, по полочкам разложить, что именно вас не устраивает, кто именно вас не устраивает. Я думаю, что 15 лет ведь коллектив не может быть всегда плохим, потому что за 15 лет люди приходят и уходят. Общий состав коллектива-то меняется, да. Иногда бывает больше, люди сплетничают. Иногда, наверное, вдруг приходят какие-то другие люди, которые не сплетничают, которым нет до вас дела. То есть это не может просто всегда одинаково на одной паре продолжаться 15 лет. А вот если вы действительно так долго думаете и видите вот эти вот интриги, почти наверняка дело в вас. То есть это, да, это подозрительность, определенная мнительность, неконтактность, ну, там может быть масса еще всяких разных вещей. По поводу враги на работе. Ну, вы понимаете, враги, мне слово вообще, когда меня спрашивают, кто-то пишет, есть ли у меня враги, я все время хочу спросить,
А вы президентом какой-то страны работаете, что ж у вас враги были? Или, может быть, вы возглавляете контрразведку какого-то государства? Вот, понимаете, вот на такой работе действительно могут быть враги. Но на обычной такой человеческой работе, которая есть у нас, у вас, у всех у нас, ну, могут быть, я не знаю, там мелкие какие-то недоброжелатели, может быть, чуть-чуть где-то завистники, но враги, слово-то какое-то враг, как будто бы там с гаубицей нападают на вас. Поэтому, опять же, в письме 2 вопроса, но я отвечаю только на 1, потому что это было бы несправедливо, да, ответить вам на 2 вопроса. Мне пришлось бы проигнорировать какого-то другого человека. И тогда вопрос будет, есть ли у вас на работе действительно враги. Может быть, мы не правы, может быть, действительно у вас есть там враги. 3 карты. 1, 2, 3. Туз пентаклей вам выпадает, отлично. 3 кубков. Тоже отлично, не хуже карта. И 9 жезлов. Ну, а порадую я вас или разочарую, врагов карты вам совсем не обещают. Более того, карты говорят, что вы на хорошей работе. И даже на своем месте. Хорошая она в основном с точки зрения заработка. 3 чаш, так это вообще карта друзей, праздник. Она говорит, что по большей части народ на работе вас любит, и, скорее всего, они от вас это не скрывают, и прямым текстом говорят, и приглашают, может быть, в гости, участвовать там за каким-то полуденным чаепитием. И 9 жезлов. Снова здесь карта про работу. Скорее всего, на вашей работе достаточно доброжелательные люди собрались, и они даже не сплетничают, потому что им некогда. Вероятно, у вас есть план, либо какая-то внутри корпоративная конкуренция. Более люди обращают внимание на работу, на собственные трудовые и профессиональные свершения. Мы, конечно, не утверждаем, что вы полностью неправы, и там все вот так вот хорошо, может быть, было плохо, а сейчас только блики, знаете, круги на воде. А вы по инерции продолжаете думать, что здесь вам завидуют и хотят зла. Вот такой ответ. Светлана Светик пишет: а для меня рак – кармический знак. Это в прошлой программе мы не обсуждали, я там зачитала стихотворение одного из наших зрителей про мужа рака, если хотите. Если кто-то не видел, почитайте, интересное стихотворение. Поэтому мы говорим про рака. Точно так же последовательно, я думаю, мы будем говорить про мужей овнов, про мужей тельцов, не дай бог, про мужей близнецов и так далее. Итак, Светлана. Для меня рак – кармический коварный знак. Ох, как я с вами согласна. Самые сильные чувства в своей жизни, а мне 47 лет, я испытывала исключительно к ракам и скорпионам, что очень близко по энергетике. Да. Как проработать отношения мечевых и кубковых? Вопрос, однако. Олечка, прошу вас ответить, удастся ли мне приручить кубкового мужчину в конце концов? А такой имеется в очередной раз на горизонте. А кубковый мужчина, мы, наверное, вас правильно поняли, Светлана, это какой-то водный персонаж, да, то есть мужчина рак, скорпион или рыбы. В 2 словах, может быть, здесь уместно вам рассказать про вот этих вот водных мужчин. Отличительная черта водных мужчин в том, что они очень много чувствуют, и в них есть, вот в любом мужчине водном, в любом, вы найдете больше женского, чем во всех остальных мужчинах вокруг, чем в огненных, чем в земных, чем в воздушных. Больше женского. Почему? Потому что вода – принимающая стихия, женская стихия. И любой мужчина, самый брутальный, ну знаете, какой-нибудь там военный,
Скорпион такой вот агрессивный, молчаливый, он все равно будет проявлять что-то такое неуловимое, но глубоко-глубоко женское. В разном это проявится. Кто-то будет разбираться при всей мужественности своей в духах и каких-то тонких материях. Кто-то будет эстетом, знаете, женский какой-то такой эстетизм будет присутствовать. У кого-то будет высокий визгливый голос. У третьего будет сентиментальность или плаксивость какая-то вот на уровне женской. Кто-то будет суеверным или слишком доверяющим интуиции, знаете, как женщина там. Ну, то есть это будет мужчина, который там черную кошку боится или что еще, какие приметы. Ну, в общем, там не подбирает копейку на перекрестке. Понимаете, мы вот эти проявления у мужчин, вы замечали, да, что когда мужчина интересуется гороскопом или поверил в какую-то примету, что-то женское такое в нем мелькает, знаете, обжигающее женское, потому что это действительно все женские паттерны, женские какие-то привычки. И вот мужчины именно водные, раки, скорпионы и рыбы к этому наиболее склонны. Второе еще, что нужно знать, находясь рядом с водным мужчиной, что вообще не все, что он говорит, правда. Вообще не все. Почему? Потому что он там какой-то коварный обманщик, злодей, лжец? Нет. Потому что задача любого водного мужчины тянуть из вас эмоции, понимаете? Они, водные люди, питаются эмоциями окружающих. Как вот кит плавает по океану и пожирает планктон, так все водные люди питаются эмоциями окружающих. А чтобы эти эмоции от вас получить, нужна провокация, нужна манипуляция. И все водные люди неизбежно, кто-то больше, кто-то меньше, у кого-то тоньше, конечно, получается, кто-то грубо и напрямую. Они все очень большие манипуляторы. Поэтому им верить нельзя. То есть первое правило безопасности, как обращаться с водным мужчиной, не надо за чистую монету принимать все его слова, что бы он вам ни сказал. Это может быть шутка или наоборот какая-то грубая претензия. Знайте, что почти все он говорит с какой-то целью, осознанной или несознательной, вызвать у вас определенную эмоцию, обиду, гнев, ревность, там, вот так вот что угодно. Поэтому все его слова и поступки тоже делите на какой-то условно всегда коэффициент. Вот. И где-то там чуть-чуть будет истины, правда, все остальное это будет манипуляция. По поводу взаимоотношения мечей и кубков, то есть воздушных и водных людей. Ну что ж, это в целом, возможно, это не всегда хорошая пара. Тут уже нужно смотреть отдельно гороскоп рождения каждого и уже совместимость, которая где-то поглубже, на уровне Венеры, Луны. Но в целом это вполне себе возможно. Испанское таро. Испанское таро. Вот такие карты я взяла. И отвечаю Светлане. Удастся ли Светлане приручить кубкового мужчину, данного конкретного кубкового мужчину? Удастся ли его приручить? Возможны советы карт, возможно предостережения. Какие у вас шансы одержать победу в этой схватке? Раз. Два. Ой. Три. Аж три старших аркана выпадают. Вот видите, Светлана, не случайный вопрос вы задали. Похоже, что человек этот в вашей жизни важный. Это, кстати, не обязательно хорошо, просто важный. И это важное чувство для вас, это важная история это для вас. Три старших аркана рядом просто так не выпадают. Это карта Луна, повешенная и карта Звезда.
Карта Луна. Вот она как раз описывает вашего того самого кубкового или водного мужчину. Это вот его главная карта, и это его стихия, это его стезя, это его суть и сущность. Возможно, видите, как много воды, карта Луна, это очень много воды, тумана, вода разная, ну, туман это тоже вода, маленькие капельки такие взвешенные в воздухе. Вот. Карты привлекают ваше внимание вот именно к воде. Возможно, ваш мужчина более водный, более кубковый, как вы говорите, чем вы думаете сейчас. Может быть, вы просто знаете, что у него Солнце в каком-то водном знаке, а у него, например, гороскоп, если мы посмотрим, окажется весь водный насквозь. Бывает такое. Редко, но я встречаю такие гороскопы. И не знаю буквально, что с такими людьми делать, и что их вторым половинкам советовать. Посмотрите, воды больше, чем кажется. Не только Солнце в водном знаке, воды. Карта Луна описывает тайну, описывает великое незнание, может быть, и ваше тоже в этой истории. То есть вы не все знаете про него, или про его чувства, или про его планы. Да не про себя-то, скорее всего, не все знаете. Луна может описывать и намеренный обман. Будьте осторожны. Карта Повешенной нам сообщает о том, что вы к этому человеку или к этой истории, к своим чувствам, возможно, уже довольно сильно привязались. Вы уже не свободны. Вы нам легко, так невинно задаете вопрос, а похоже, что там в глубине уже для вас целая драма. То есть вы очень сильно увязли в этой истории. Очень сильно. И самое главное, что не можете особо выбирать. Нет у вас сейчас выбора. То есть здесь есть какая-то инертность, здесь есть такая большая статика. Есть риск, что очень долго отношения в вашей паре останутся вот на прежней паре, в этой точке, в какой мы вас застали, понимаете? Да, отчасти Повешенный советует вам этот крест нести и не пытаться что-то менять. Ну, глупо пытаться менять, если от себя ничего не зависит, да? Ну и карта Звезда намекает на какую-то мечту. Сочетание Луны и Звезды считается очень-очень неплохим, тревожным, эзотерическим, да, тревожным в Таро. Поэтому, скорее всего, приручение этого человека пока никуда не девается, то есть история не проваливается для вас с треском. Закрытого пути я тоже тут не вижу, но пока она остается мечтой. А может быть, еще в большей степени, понимаете, становится мечтой. Какие советы вам здесь карты говорят? Карты дают, а они есть, потому что карты крупные, выразительные, и одна потенцирует другую. Мне кажется, что вам не надо пытаться его приручить. Не надо. По крайней мере, не теперь. Это не в ваших силах точно, но это может быть и не в ваших интересах. Вполне возможно, есть действительно великая тайна, какая-то совсем-совсем сокрытая информация. И пока вы этого не знаете, пока вы с этим не разобрались, любые ваши даже надежды и ожидания приручить, оставить с собой, не знаю, и безосновательные, но они могут быть лишними даже для вас, понимаете? Карты советуют вам продолжать мечтать, и не пытаться, наверное, видите, возвышенные такие карты, все очень абстрактные, то есть не нужно пытаться вот эту историю вашей любви или ваших отношений свести к какому-то бытовому минимуму, потому что что такое приручить? Приручить — это какое-то такое простое бытовое слово, да, приручить — это значит посадить дома на диване, приучить к своему борщу и никуда не выпустить, да. Пусть мечта остается мечтой, пусть он побудет на воле, возможно, он больше пользы, больше интереса принесет вам, пока он не прирученный, скажем так. Приручения здесь совсем нет.
Дальше вопрос про работу. Кейт К. Ах, вот почему я так располагаю к себе студентов, которых очень внимательно слушаю, когда они пытаются что-то говорить по-английски. Сочувствую вам, Кейт, потому что я представляю, как противно слушать, когда кто-то, не знающий, пытается говорить на каком-то иностранном языке. А вам уважение и почет, раз вы знаете. И знаете языки. Вопрос этот продолжает тему, которую я подняла в прошлой своей программе. Тема интересная. Как девушке себя вести на первом свидании, чтобы неизгладимое и вот с гарантией идеальное впечатление произвести на парня. Если вы не видели, то, пожалуйста, посмотрите. Просто отлично. Есть что добавить. Когда я училась в университете, профессор, вот послушайте, это маленький абзац, но очень емкий, это прям философский такой манифест, мы все должны запомнить и накрутить на ус себе. Когда я училась в университете, пишет Кейт, профессор рассказывал о том, что в русском языке все слова на букву «Ж» звукоподражательные. Все они говорят о громком, назойливом, неприятном звуке. Жужжит, жужелица, жрать, жаба, жеребец. Ну и все, что вам придут в голову. Кстати, напишите в комментариях, какие еще звукоподражательные слова на букву «Ж» можно вспомнить. И женщина, со слов профессора, опять же, тоже на букву «Ж» была в его списке. То есть, соответственно, по этому же признаку слово образовалось. Напишите, что вы думаете на эту тему. Мне это идеально понравилось. Я хотела бы слушать такого профессора. И Кейт спрашивает, как будут обстоять дела у моего бизнеса, школы английского в это непростое кризисное время. Ну что ж, вот такие вот карты, наверное, Марсельское Таро я достану для Кейт. Марсельское Таро. Угу. Не самая простая колода, но у вас и бизнес не самый простой, и время сейчас не самое простое, правда? Карты соответствуют объему задачи. Как будут дела у вас обстоять в этом году с вашей школой английского? Вы, кстати, дорогие зрители, про свой бизнес тоже можете здесь же спросить, и ответ карт будет для вас тоже. Раз, два, три. Так. Ну что как я это назову? Сложно, но можно. Центральная карта десятка жезлов. Вообще-то карта трудная победа. Написывает какую-то трудную победу. Трудности. То есть вам в бизнесе будет трудно. Приготовьтесь преодолевать и уставать. Уставать, возможно, даже физически. Но, однако, все карты масти жезлов имеют самое непосредственное отношение к работе. А это значит, что работа у вас будет. То есть ваша школа английского будет продолжать работать. Рядом рыцарь кубков. И он нехорош, потому что он выпадает в перевернутой позиции. Это новости, сомнительные новости, а также сомнительные люди, которые на первый взгляд помогают, а по большому счету только все откладывают и запутывают. Карты советуют вам не слушать чьих-то обещаний. Например, это могут быть спонсоры, инвесторы, люди, спешащие с любой другой помощью, потому что обещают и не дадут. Но хуже то, что вы понадеетесь и где-то расслабитесь, ослабите хватку, и в итоге будет довольно
провально для вас. Шестерка кубков. Достаточно хорошая карта выпадает. Она тоже благополучна. Она, кстати, описывает и возвращение, и продолжение, и определенный душевный комфорт. Выпала вам перевернутый. Значение она принципиально совершенно не меняет. Она говорит, что вы получите от своего бизнеса, от своей школы английского, ну, в целом то, что на что рассчитываете. То есть здесь с этой картой приходят какие-то возвратные тенденции. То есть что-то возвращается. Возможно, вам придется вернуться к прежним методам работы, к прежним объемам бизнеса или вернуться в прежнее помещение, потому что из-за трудностей нынешний большой офис там придется вот как-то прикрыть. То есть какое-то возвращение не драматичное, довольно, это возвращение будет к лучшему. Скорее вот об этом шестерка, это кубков, говорит. Сильного беспокойства даже карты вам не обещают, но главное, что десятка жезлов, то есть она описывает очень прямую пропорцию между отработанным и заработанным. То есть вам предстоят труды, старания и максимальное напряжение. Но таким образом вы бизнес свой поддержите, спасете, переживете. Трудные времена уж точно. А дальше вот это очень интересное письмо. Я даже не знаю, успею ли я что-то спросить у карт, но само по себе письмо достойно прочтения и очень много вопросов вызывает. Это совсем не те вопросы, которые задают у нас здесь зрительница Алена Шепелева пишет. Жизнь изменилась за 1 минуту 27 февраля. Муж. Дальше данное рождение мужа. Сказал, что я, данное рождение зрительницы, не могу быть его партнером больше, потому что он хочет меня переделать, а я не переделываюсь. Ох уж это, мне кажется, весь свет, мир на этом, да, стоит, что люди встречаются, выбирают себе в пару одного человека, вот такого конкретного, а потом зачем-то, почему-то этого человека хотят переделать. Я все время в этом случае думаю, а может вам изначально тогда стоило просто выбрать другого, чтобы потом этого не переделать. Это знаете, как на что похоже? Если вы в магазин приходите и покупаете себе, например, пальто, которое вам не нравится, но вы видите, что там что-то хотите переделать. Вот оно длинное, но подол я отрежу. Рукава широкие, но я рукава ушью. Там мехом оторочено, но мех отпороть надо. Да? Но зачем покупать такое пальто? Ступай в другой магазин, найди пальто сразу тебе по размеру и по вкусу. Да? То есть, что значит переделывать человека? Это непосильная задача. Для Бога непосильная даже. Это не в первый раз, но в первый, после которого он ушел из дома и хочет развод. Я очень люблю его и готова меняться, и делаю это, но очень медленно. Мы разные, но я все еще хочу быть с ним и рядом, и меняться. Я не готова отпустить, но он не хочет меня видеть. Не скандалю, пытаюсь диалогом решить проблему. Однако он по-прежнему не хочет меня видеть и слышать. Я вижу ему тоже больно от тяжелого взаимопонимания. И я не хочу ему больше боли, потому что люблю его. Видите, как все запутано. Триггером послужили военные действия и фейковые сообщения видео. Я попросила смотреть их меньше. Он плохо спал по ночам, стал сам не свой. Вы смотрите, тоже, чтобы я потом не сбивалась. Дорогая Алена, я попросила смотреть их меньше. Стоп! Похоже, в вашей паре не он пытается вас переделать, а вы его. Что значит, взрослого, совершеннолетнего человека вы просите что-то больше или меньше смотреть. Это контроль, это вероломное вмешательство в личное пространство человека, который рядом. Это недопустимо.
мало кто такое любит, приемлет и соглашается. Это, знаете, в старые допотопные еще такие советские, союзовские времена, когда вот эти семейные идеалы, ну типа не разводиться там и никогда, вот тогда мужчины были покорные такие, знаете, которым действительно жена отключала футбол, не будешь больше смотреть и все. И они сидели и как-то... Это считалось нормально, понимаете? Вот. А сейчас нет, сейчас народ такой свободолюбивый в быту. Новые этические стандарты не допускают такого, чтобы кого-то слушался, что тебе смотреть или когда тебе спать ложиться. Вот обратите внимание на это. Вы пишете, что он вас хочет переделать, вы не переделываетесь, и при этом вот описываете этот эпизод такого агрессивного вашего вмешательства в его, ну, прямо вот это нарушение границ совершенно категорическое. И рассказала истории родных. Он понял меня как хотел, вспылил, сказал, что мне нет места в его жизни. Прошло 6 дней, но я все равно не верю, что это все. Спросите, пожалуйста, у карт, есть ли у нас общее будущее, любовь, брак, семья? Есть ли для этого еще энергии? Вы написали, наверное, не случайно данное рождение ваше и вашего мужа. А вот давайте посмотрим с астрологической точки зрения, что у нас здесь получается. Ваш муж Лев, вы Козерог, Козерог и Лев. Сложная пара. Все пары сложные. Не секрет я вам, наверное, открою, хотя многие не знают, что чем дальше вы находитесь, чем полярнее находитесь друг от друга в зодиакальном поясе, тем у вас меньше точек соприкосновений, тем более вы враждующие знаки, и тем хуже у вас совместимость. Самая идеальная совместимость у нас с соседями по зодиаку, понимаете? Поэтому если вы Козерог, да, то вам надо выбирать соседей, Стрельцов и Водолеев. Козерог тоже вам подойдет, понимаете? А вот Лев, который родился почти на полюсе, совершенно в другой сезон, жарким летом, он вас не понимает, естественно, вам не подходит. Это я достаточно упрощенные схемы здесь привожу, но все с них именно начинается, с самых... Мы можем идти в этом астрологическом анализе, в анализе совместимости всегда, как и везде, только от простого к сложному. Много я могла бы дать здесь советов по ходу, как обращаться с мужем Львом. Это, кстати, очень-очень просто, элементарно, Ватсон. Но не буду, у нас уже истекает время. Отвечаем вместе с картами Таро 78 дверей на вопрос, есть ли будущее у вашего брака. У брака имени мужа мы не знаем. Поэтому это будет брак Алены и ее мужа Льва, так скажем. Тоже 3 карты. 1, 2, 3. Так, вам выпадает 3 мечей, 8 жезлов и король пентаклей. Ох, Алена, похоже, что вы сами поддались какой-то ложной тревоге. И нам несуществующую тему для дискуссии подбросили. 3 мечей, во-первых, говорит, что печали в вашем браке, в ваших отношениях, если и есть, то уже прошлые, какие-то минувшие, старые, надуманные. То есть об этом, обо всем пора давно забыть. А может быть, вы-то уже забыли за то время, пока вот готовила я программу. Может быть, ваш вопрос уже сам полностью иссяк. То есть ничего свеженького, новенького, каких-то животрепещущих, таких активных противоречий между вами и вашим мужем нету. В прошлом были, но пора на это рукой махнуть. Хотя я должна сказать, что козероги ничего не забывают. У козерогов очень гороскопы, как правило,
инертные, и все сохраняется надолго. А 8 жезлов вообще карта прекрасная. Опять же, я, видя карты, могу предположить, что вы уже давно помирились, уже давно поняли, что друг для друга буквально созданы. 8 жезлов – это счастливое, срочное и крайне удачное стечение обстоятельств. Карта вряд ли описывает, ну вот прямо романтику и любовь. Она скорее говорит, что сейчас время, другие люди, обстоятельства жизни, да и вы сами с вашим мужем, все способствует тому, чтобы вы были вместе. Более того, брак ваш на данном этапе даже какой-то везучий, знаете, такой одаренный, овеянный судьбой, фортуной. А король Пентаклей — это, собственно, прямо-таки ваш муж, собственной персоной выпадает. Король Пентаклей — это карта мужа в колоде Таро. То есть муж ваш ощущает себя именно мужем. Ему, похоже, эта роль страшно нравится. Он очень заботится о семье, о будущем брака. Он уверен, что вы друг от друга никуда не денетесь. Да и вообще он постоянный, верный и достойный, вот именно как муж, всяческого уважения. Ну, знаете, милые бранятся, только ссорятся. И на данном этапе вашему браку ничего не угрожает. Вот так. Я ответила на вопросы, на ваши вопросы, на те, которые мы сегодня успели. Я вам желаю сохранять лицо, достоинство и самообладание даже в потоке современных, самых разных тревожных новостей. И надеюсь, что мы с вами еще увидимся или будем видеться, но это не точно. Пока.